Сегодня я снова отвечаю на один из самых популярных вопросов, которые я вижу в комментариях и не только. Что влияет на скорость ферментации теста на закваске и как же понять, когда тесто готово к формовке, когда можно его уже скручивать в нашу корзинку и убирать на холодную ферментацию. Ну и, конечно, один из самых основных факторов – это температура. Температура у вас дома, температура воды, которую вы берете для теста, и температура введения теста, как в тепле, так и в холодильнике. Чем температура выше, тем быстрее проходит ферментация. Чем температура ниже, тем медленнее проходит ферментация, и все это влияет на вкус и текстуру теста и хлеба. Далее это активность закваски. Закваска хорошая, активная, хорошо и быстро поднимает тесто. Закваска слабая, будет лежать вместе с тестом очень долго. Также на скорость ферментации влияет и количество закваски в тесте. Чем больше закваски в тесте, тем быстрее проходит ферментация. Чем меньше закваски в тесте, тем медленнее, соответственно, проходит ферментация. Выбор муки и все остальные добавки, которые обычно можно увидеть в тесте на закваске, тоже могут влиять на скорость ферментации. Так, например, хлеба на белой муке ферментируются немножко дольше, чем хлеба, например, на цельнозерновой или на ржаной муке. Также многим, я думаю, знакомо понятие такое, как влажность теста. Так вот, хлеба с высокой влажностью ферментируются обычно быстрее, в то время как хлеба с пониженной влажностью ферментируются несколько дольше, и поэтому они лучше подходят для новичков. И это, пожалуй, основные факторы, которые влияют на скорость ферментации теста. Поэтому, учитывая все эти факторы, температурные режимы, активность конкретно вашей закваски, количество закваски в тесте и выбор муки и остальных добавок, вы можете спокойно управлять своим тестом, а не позволять вашему тесту управлять вами. Ну и если вы тоже печете хлеба на закваске, то вы, наверное, знаете, что основные проблемы у людей обычно встречаются – это либо недоброд теста, либо переброд теста, в связи с чем всегда возникает вопрос, как же понять по этому тесту, которое сильно отличается от дрожжевого теста, когда оно готово и когда нет. Ну и, конечно, первый и самый главный основной признак, по которому можно понять, готово ли тесто или нет, это увеличение теста в объеме. И лучше всего можно увидеть увеличение, если переложить тесто в небольшую чашку с высокими стенками, прозрачную, так чтобы было видно тесто. Второй важный признак хорошей ферментации – это наличие больших хороших пузырей снизу, которые вы можете увидеть, если используете прозрачную миску. Еще один признак – это тесто, которое сверху выглядит так, как будто оно надулось небольшим домиком и выглядит достаточно воздушным. Это можно увидеть не на всех типах теста, но это можно учитывать как один из элементов. Также еще один показатель – это когда тесто трясется и дрожит в корзинке или в миске. И также хорошо выброженное ферментированное тесто на пшеничной муке или на комбинированной муке хорошо отделяется от чистой стеклянной миски. Вот таким образом. Этот признак готовности теста тоже хорошо учитывать тогда, когда в тесте есть достаточно большое содержание пшеничной муки. Но еще один из таких показательных моментов – это липкость теста. В самом начале замеса тесто очень может быть липкое, прилипает к рукам очень часто, но по мере развития клейковины, по мере того, как тесто лежит и ферментируется, тесто становится менее липким, и вполне уже можно его и брать в руки, и сворачивать, и работать с ним. Несмотря на то, что оно может быть по-прежнему липковато, оно уже не такое липкое, как было в начале. Все фотографии хлебов, которые вы сейчас видите у меня на экране, все рецептуры этих хлебов есть у меня на канале, поэтому пробуйте, смотрите и пеките с удовольствием.